Сегодня мы планируем совершить еще один поход, а также посетить одну из самых необычных долин Исландии, около водопада Хейнгифос. По дороге мы подобрали парня, который ловил попутку на дороге. Казалось, что он пытается добраться до города Акурейри, второй по численности город Исландии. Нам было по пути, и мы решили его подбросить. А заодно поспрашивать вопросы, на которые могут знать ответы только местные. Парень оказался около 25 лет, работающий в строительной сфере и приехавший в эту часть острова в отпуск. Он рассказал нам, что это его первая попытка словить попутку. Он прождал всего полчаса, что по местному трафику большой успех. Мы спросили его про быт, зарплаты и как люди живут. По его словам, местная молодежь не стремится уезжать из страны, и почти все его одноклассники живут и работают здесь. Последние 2 года дела у его компании идут в гору, поэтому их уже несколько раз возили в оплачиваемый отпуск на Тенерифе с полным обеспечением. По его словам, начинающий специалист может получать от 250 тысяч крон до 500 тысяч, 1600-3200 евро. Специалист среднего звена от 500 до 700 тысяч крон, это уже 3200-4600 евро. А зарплата босса или старшего специалиста уже от 1 000 000 исландских крон, 6600 евро. В Исландии практикуется обширная перепись населения, причем она находится в открытом доступе только для исландцев, что позволяет достаточно легко определить собственное генеалогическое древо. По состоянию на февраль 2020 года база данных содержит информацию о 900 тысячах человек, что составляет примерно половину всего населения Исландии с момента заселения острова в IX веке. Охват исландцев, родившихся в 20 и 21 веках, составляет 100%. И по оценкам, база данных содержит 95% лиц, родившихся после 1700 года. Записи каждого человека содержат информацию о родителях, братьях и сестрах, супругах и детях, а также даты рождения, смерти и место рождения и смерти. Зачем же столько усилий? Из-за малой численности населения на острове и при частом кровосмешении близких родственников ухудшается общее генетическое здоровье населения. Поэтому, когда пара знакомится, одной из первых вещей, которая проверяется, это их возможная родственная связь. Наш попутчик подтвердил, что такая база есть, и есть даже мобильное приложение для нее. А вот и долина около водопада Хейнгифос. Чем же так необычна долина? У местных есть такая шутка: как выбраться из леса в Исландии? Ответ: просто стойте на месте. Так вот, весь лес в этой долине – это искусственные лесопосадки. Исландия – очень красивое место, хотя леса покрывают всего 2% от ее суши, а деревья в них невелики. Но так было не всегда. Когда первые викинги прибыли в Исландию более 1000 лет назад, они обнаружили необитаемую местность, полную березовых и других лесов, покрывающих от 25 до 40% острова. Итак, что случилось? Викинги начали вырубать и сжигать исландские леса из-за древесины и для очистки пространства для сельскохозяйственной земли и пастбищ. Они также привезли овец, аппетиты которых к молодым деревцам не дали исландским лесам восстановиться. За 3 столетия население уничтожило опору местной экосистемы. В последующие столетия в результате нескольких извержений вулканов территория покрылась толстым слоем вулканического пепла. Отсутствие деревьев и вулканические породы разрушили почву. Местный грунт стал плохо удерживать влагу. Поскольку растительность не способна закрепиться, фермерство и скотоводство во многих частях страны практически невозможно. К тому же сильные ветры в Исландии часто поднимают рыхлый грунт и провоцируют песчаные бури. С
Страна работает над восстановлением лесного покрова, сажая миллионы елей, сосен, лиственниц и берез. Исландия высаживала сотни тысяч саженцев в год в течение большей части 20 века, достигнув 4 миллионов саженцев ежегодно в 1990 году и 6 миллионов в год в начале 2000-х. Это помогло спасти несколько последних природных лесов Исландии и даже увеличить их площадь, но это медленный процесс. Нужно сказать, что подавляющее большинство жителей Исландии являются добровольными членами Всеисландского общества любителей леса, платят ежегодные членские взносы, принимают участие в посадке саженцев и уходе за ними. Березовые леса сейчас покрывают 1,5% острова, культивированные лесопосадки еще 0,4%. К 2100 году страна планирует увеличить лесной покров с 2% до 12%. А вот и финальная цель нашего похода – Хейнгифос, третий по высоте водопад в Исландии. Его высота 128 метров. А сейчас мы попробуем добраться до места, где гнездится и обитает все лето до начала августа птица, которую можно смело назвать одним из символов Исландии – Атлантический тупик. На этом мысе гнездится около 60% от всей мировой популяции этих птиц. Здесь есть несколько наблюдательных постов для орнитологов и просто любителей. Сами птицы не сильно боятся человека, но держат дистанцию. Так как на этом мысе появляется потомство, птицы, несмотря на свой малый размер, могут быть достаточно агрессивными, защищая свои гнезда. Длина тела атлантического тупика 30-35 см, размах крыльев около 50, вес полкило. Мы приехали сюда уже в конце сезона гнездования, поэтому большинство птиц уже покинуло гнезда. Зиму птицы обычно проводят в Северном Ледовитом океане или Северном море. Атлантический тупик занесен в Красную книгу по классификации Международного союза охраны природы и природных ресурсов и считается видом, находящимся в уязвимом состоянии. Причем его статус изменился буквально в 2015 году, хотя до этого многие годы считался видом вне опасности. По прогнозам в ближайшие 3 поколения ожидается снижение численности европейской популяции на 50%. Учитывая, что в Европе обитает более 90% всех существующих птиц, это серьезный повод для беспокойства.